Здорово, инвесторы! Меня зовут Никита Гринбенди, вы на канале Bendy Crypto, и сегодня мы сделаем обзор на токен ONDA. Разберемся, почему он может стоить дорого, разберем ончейн метрики, что это за проект и много всего интересного. Поэтому заранее ставьте видосику лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, тут много интересного контента про криптовалюты. А мы погнали! Перед началом видео хочу вас попросить подписаться на мой телеграм-канал Bendy Gang, ведь тут публикуется самая топовая информация по криптовалюте, ончейн метрики, приколы, новости и многое другое, поэтому если вы хотите разбираться в криптовалюте и понимать, что происходит, и читать мои мысли по рынку, то обязательно подписывайтесь на тележку, ссылочка находится на мой телеграм-канал в описании, а мы переходим к видео. Давайте посмотрим на структуру графика токена ONDA. Очень мне нравится, потому что если большинство альтов, переверните график ONDA, то есть вот так вот большинство альтов вниз идет, то ONDA у нас идет вверх. У нас минимумы удерживаются, вот у нас минимум 20 центов был, тут минимум 60 центов, минимум 80 центов. Был проливчик жесткий, когда там все альты лились, то все равно ONDA удерживается минимум, то есть мы видим, что у нас восходящая структура. Хаи у нас повышается, у нас в принципе идет расширяющийся клин, и среди многих альтов этот альткоин выглядит очень сильно. При том, что у него были большие разлоки, очень большие разлоки, но эти разлоки не повлияли толком на цену, то есть цена удерживается, а значит, что крупный капитал заинтересован в том, чтобы не ронять цену, а растить ее дальше. Цена на токен не будет расти против рынка, поэтому токен будет расти вместе с остальным рынком, когда это будет, никто не знает. Но при этом он падает меньше, чем остальной рынок криптовалют и альткоинов, поэтому это один из самых таких мощных активов, которых стоит присмотреться. По целям мы разберем в конце видео, поэтому смотрите до конца, а теперь погнали разбираться, что это за проект и чем его едят и почему он может стоить дорого. Это видео совместно с чатом GPT, он мне помог собрать всю информацию нужную, а я вам ее просто сейчас зачитаю и обосную. Смотрите, токен ONDA это нативный токен проекта ONDA Finance, который специализируется на токенизации реальных активов, то есть RWA. Это один из нарративов в криптовалюте, который может очень сильно качать, потому что токенизация это будущее. Токенизировать недвижимость, токенизировать картины, облигации, акции, переводить это все на блокчейн, в цифровой мир. И это, мы к этому идем просто, но это как бы неизбежно. Поэтому ONDA это один из топовых токенов в нарративе RWA. Цель проекта объединить традиционные финансовые инструменты с децентрализованными технологиями, обеспечивая доступ к институциональным продуктам через блокчейн. Как я и сказал, что Web 2 перенести в Web 3, и этот проект может стать мостом для институциональных инвесторов. В феврале ONDA запустили свой собственный блокчейн ONDA Chain. Эта сеть ориентирована на институциональных инвесторов и сочетает в себе безопасность и соответствие нормативным требованиям и доступность публичных блокчейнов. ONDA Chain предназначен для токенизации реальных активов, таких как облигаций, фонды, обеспечит их интеграцию в DeFi экосистему. Собственно, у них есть собственный блокчейн, на котором это все токенизируется, и это все из Web 2 превращается в Web 3 мир, в Digital, это вот все NFT, криптовалюта. Окей. Преимущество ONDA Finance. Смотрите, это институциональная поддержка. На минуточку. Какие тут у нас люди замешаны? BlackRock. Если вы не знаете, что такое BlackRock, сейчас вам расскажу. BlackRock это одна из самых крупных международных инвестиционных компаний, у которых под управлением, тут старые данные за 2024 год, у них уже более 11 триллионов долларов под управлением. Триллионов. Это даже не миллиард, это триллионы. Я думаю, большинство из вас даже не могут представить, сколько это денег. И вот такие вот ребята проинвестировали в ONDA и поддерживают и работают вместе с ONDA. Поэтому это одна такая жирная зеленая галочка для этого проекта. Помимо BlackRock, то они сотрудничают с Franklin Templeton и разными другими компаниями. Но просто BlackRock это серьезные ребята. И стоит к этому присмотреться. И вот BlackRock использует продукты ONDA для токенизации казначейских облигаций США. RosTVL, это мы тоже рассмотрим, на DeFi мы перейдем, посмотрим уже в 2 раза больше, чем здесь указано. Это опять же старые данные, но мы все данные сегодня актуальные тоже посмотрим. Листинги на крупных биржах, это понятно, что ONDA торгуется везде. Coinbase, Binance, это вообще без проблем. Участие в MasterCard Multi-Token Network. То есть ONDA сотрудничает еще с MasterCard. Эта статистика не актуальна, и мы перейдем потом к актуальной статистике. И вот почему ONDA может стоить дорого. Во-первых, это рост интереса к токенизации реальных активов. Это просто будущее, но это неизбежно. И ONDA один из проектов, который работает в этом направлении. С увеличением интереса к токенизации традиционных финансовых инструментов, таких как облигации и фонды, спрос на платформы, подобные ONDA Finance, возрастает. Институциональная поддержка инвестиций, поддержка со стороны крупных финансовых учреждений, таких как BlackRock, Franklin Templeton и разных других компаний, которые мы тоже чуть позже посмотрим. Развитие собственной блокчейн-сети, то есть запуск ONDA Chain предоставляет дополнительные возможности для масштабирования и интеграции с другими финансовыми системами. Активное сообщество и рост числа держателей, да, это тоже мы сейчас посмотрим в ончейн статистике. Заключение не буду читать, потому что заключение мы сделаем в конце, но в целом погнали рассматривать уже реальную статистику, реальные факты, почему ONDA может стоить реально дорого. Вот здесь вот можете посмотреть, с кем ONDA сотрудничает. Это MasterCard, BlackRock, давайте еще раз. Смотрим.
MasterCard, BlackRock, Franklin Templeton, Solana, PayPal, Ethereum, Aptos. И просто пошла волна. Это один из топовых проектов, который сотрудничает реально с многими топовыми компаниями, как в крипте, так и в Web2 мире. С Google Cloud, с McKinsey, Winston 3, с этим вот компаниями тоже сотрудничает данный проект. А теперь рассмотрим, кто инвестировал в данный токен. Нажимаем фандрайзинг, переходим на крипторанк. На крипторанке смотрим, кто заинвестировал сюда денежки. Всего собрано 46 миллионов, это не так много, но в целом для токенизации активов, для РВА, для нарратива нового, который относительно недавно появился, это нормально. Pantera Capital сюда занесли, Coinbase, Стани Куличев, не знаю такого чувака, реально первый раз вижу, и разные другие, вот в интервью маркетмейкер данного токена, который очень хорошо цену так удерживает, и разные другие сюда занесли ребята, и в том числе BlackRock тоже сотрудничают, они аффилированы с Ondo Finance. Давайте теперь во вкладке обзор посмотрим капитализацию. Капитализация у нас 2,6 миллиарда долларов, что довольно-таки крупный токен, очень крупный токен, и давайте посмотрим, какие у него объемы. Переходим в исторические данные и смотрим объемы на данный токен. Мы видим тут 60 миллионов, 95, это при том, что сейчас вялый рынок, реально интерес к рынку у ритейла просто на минимальном уровне. Объемы очень хорошие держатся на данном токене. Даже вот бывали дни, когда по 369 миллионов долларов был объем. Вот 300, 111, 300. То есть, объемы держатся очень внушительные. И значит, что токен интересен не только ритейлу, но и крупным игрокам, раз им торгуют. Во вкладочке команды вы можете ознакомиться с командой. Я уже не буду подробно разбирать каждого человека, кто он, что он, чем занимается. Это все можно самому зайти, посмотреть команду, нажать Twitter, LinkedIn, посмотреть, что они там делают, и ознакомиться с этим всем. Также на крипторанке можно смотреть вестинг, это когда разблокируются токены, смотреть полностью разблокировку. Как видите, у нас еще будут разблоки, вот линейный разблок, еще один линейный разблок, потом вот экосистем, выделенный на экосистему, тоже разблок идет, протокол development, приватный сейл, то есть еще те, кто на приват раунде покупали. Вот это все у нас отображается здесь и показывается, когда будут следующие разблоки. Разблок будет еще не скоро. Теперь перейдем к твиттеру данного проекта. Там сидят все криптовые проекты, и поэтому за твиттером нужно обязательно следить. Поддерживается Pantera Capital, Coinbase, понятно, что топовыми игроками, и можем полистать, посмотреть, что у них по статистике. У них просмотры на постах, в принципе, нормальные, 71 тысяча, почти косарь лайков, комменты есть. То есть даже в такие моменты, как сейчас, когда рынок просто, в дерьме, можно так сказать, то у проекта Ondo все равно есть верные читатели, которые даже в сложный момент на рынке продолжают читать и интересоваться данным проектом. Также тут есть вот из интересного интеграция с Aptos. Обзор на Aptos я тоже скоро подготовлю. Это один из моих любимчиков проектов. У меня 15% сумки всего моего портфеля лежит в Aptos, и Ondo с Aptos интегрированы и тесно сотрудничают. Это тоже очень хорошая галочка, потому что Aptos тоже очень интересный блокчейн. Я уже делал на него обзор и скоро сделаю новенький обзор, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Также можно посмотреть Twitter Score, это у нас как бы аналитика по Твиттеру, кто подписан на данный проект. На данный проект подписано очень много популярных инфлюенсеров, причем Solana на него подписана, CoinDesk это новостной сервис, и разные другие ребята. С Tier 1 фондов люди тоже подписаны на Ondo Finance. С Tier 2 экосистемные подписчики, и разные другие. То есть за данным проектом следят люди, которые имеют далеко не последнее слово в криптовалюте. Это тоже такая хорошая зеленая галочка. Причем Twitter Score показывает 244, и это хороший результат. Сделаем такое минутное отступление. У меня есть закрытое сообщество, те, кто не знает, называется криптобаза. Я хочу вам рассказать, почему-то стоит зайти. Во-первых, вы будете получать ежедневные обзоры и сигналы по крипторынку, в том числе как заходить в сделку, тейки, профиты, стопы, все это будете получать каждый день. Там находится огромная база платных курсов от топовых трейдеров. Суммарно вся база уже перевалила за 10 тысяч долларов. То есть, зайдя в мое закрытое сообщество, вы платите всего лишь один раз, вы получаете огромную базу, там реально там огромную просто куча курсов на десятки тысяч долларов, абсолютно за копейки, за вход, просто копейки стоит. Потом тонны обучающего материала, как и видео, так и посты. Мои действия в рынке, что я покупаю, что я делаю, продаю, мой портфель, тоже там все находится. Сливы с приватных сообществ, вы будете получать информацию с других платных приватных сообществ. Также у нас есть обучение DEX торговли на децентрализованных биржах мемкоинами. Есть чатик, где мы общаемся, и очень много всего интересного, поэтому те, кто хотят вступить в криптобазу, это можно сделать по ссылочке в описании, ознакомиться. И я хочу сказать, что осталось всего лишь 2 места по 69 баксов, и потом мы закрываем продажи и открываем продажу уже по 99 долларов. Вы платите один раз и вступаете навсегда, и всю информацию, я каждый день обновляю информацию, дополняю, вы все это получаете, вступив один раз. Поэтому осталось всего лишь 2 места по 69 баксов, далее вход будет стоить 99, поэтому решайте сами, ознакомиться более подробно можно по ссылочке в описании. Наверное, самая интересная часть видео, перейдем к ончейн метрикам. Это TVL, это что там происходит с держателями токена, с холдерами.
Погнали смотреть. Заходим на CoinCarp и заходим в Rich-лист. Здесь можем посмотреть, что делают топ-100 холдеры. Топ-100 холдеры, они удерживают большую часть эмиссии токена. 91% находится на топ-100 кошельках. То есть команда проекта, киты, ну и вообще вот эти BlackRock. Все, кто имеет влияние, они имеют контроль над эмиссией. Значит, что они могут сделать токеном все, что захотят. Они как могут его опустить в ноль, так и очень сильно запулить вверх, чтобы потом распродаться на совершенно иных ценовых значениях. Как по мне, манипулятору и разным другим людям выгодно забустить цену и продавать дорого токен, чем его опускать и продавать дешево. Но это все равно зависит от рынка. Если рынок будет падать, то токен Ondo тоже будет корректироваться. Он не пойдет против рынка, потому что это не выгодно манипулятору, это очень дорого держать токен против рынка. Но при этом токен очень хорошо держится на проливах, и когда растет весь рынок, он тоже очень хорошо растет. Поэтому стоит присмотреться к данной монете. Опять же, манипулятор, команда, киты и прочее, они удерживают токены. Далее смотрим статистику по приросту холдеров. И мы просто видим такую здоровую график, который идет только вверх. Количество холдеров в данном проекте становится все больше и больше. Сейчас он насчитывает сколько? 130 тысяч адресов. Вау. И это продолжает это число расти. Ну, тут можно знакомиться с кошельками, что они делают, в основном тут накапливают. Это кошелек команды, скорее всего, 65%. Фу, жесть, сколько у них там токенов лежит. И другие вот кошельки бирж, они тоже вот себе токены прикупают. Вот кошелечек скинул Binance, тоже вот покупают, скидывают. Но это можно ознакомиться с этим тоже более подробно. В любом случае, нам интересна вот эта информация, что большинство токенов находится в одних руках. Значит, у тех, кто держит эти токены, есть как бы желание запулить цену вверх, чтобы распродаться на совершенно других ценовых значениях. И то, что прирост холдеров, их становится все больше и больше. Перейдем к TVL, посмотрим, сколько там денег в этом проекте уже лежит. Еще одна неподкупная метрика — это TVL. Это количество заблокированной стоимости в данном проекте. То есть сколько денег там лежит в стейкингах, в DeFi протоколах, ну вообще сколько там лежит реальных денег, кэша. Сейчас Ondo Finance лежит 982 миллиона долларов, практически 1 миллиард долларов. Причем market cap у него 2,6 миллиарда, то есть заблокированная стоимость практически такая же, как и market cap. Посмотрите, как она растет. То есть денег в проекте становится больше, новые деньги, приток капитала идет в данный проект, аж сами видели, что происходит с ценой токена. То есть она у нас находится в восходящем тренде, и причем сильно не укатывается, как другие альткоины. То есть у нас есть приток живого капитала, настоящие деньги приходят в проект, токен у нас удерживает график, и погнали разберемся с целями по проекту, куда он может улететь. Я вам сразу скажу, так как проект очень тяжелый, 2,6 миллиарда долларов, ну такая серьезная капитализация, то я не ставлю прям супер вау цели. Самая консервативная цель, если смотреть в рамках расширяющегося клина, то это верхняя граница данного клина. С текущих берем, линеечку проводим, это 200% роста. То есть консервативные 200% роста вы можете забрать с данного токена, если он дойдет просто до верхней границы этого клина. Но я жду пробития, я провел Fibonacci, начало импульса до конца импульса, и цель по Fibonacci у меня стоит вот здесь вот. Отметка 2,618 уровень. Это у нас практически 500% роста. Отметка в 4,7 доллара. Но мы можем прийти как и сюда, 6,2 доллара, так и вот сюда, 7,2 доллара. Это у нас цели по Fibonacci, что вполне достижимы. И капитализация проекта будет достаточно высокой. Но опять же, на бычьем рынке, на альт-сезоне все раздувается до просто нереальных размеров. И токен Ondo в принципе может сюда прийти. Максимальная вот цель это 750% роста. Но я бы начинал фиксироваться уже, если бы вы вышли в 2 икса, то можно забирать вложенные. Либо забрать вложенные при подходе к верхней границе данного треугольника. Но в любом случае я ожидаю пробития этого треугольника и выход вот сюда, вот в эти ценовые диапазоны. Далее мы будем смотреть, что будет происходить с проектом, потому что проект очень перспективный, сотрудничает с топовыми веб-2 компаниями, сотрудничает с топовыми фондами. TVL растет, то есть количество денег в проекте становится больше. И это может все поспособствовать росту проекта. Опять же, проект против рынка не будет расти, все будет падать, он будет расти. Нет, такого не бывает, потому что у нас рынок идет вместе. Да, бывают какие-то резкие отстрелы, типа исключений как Solana, либо там еще какие-то токены. Но это очень редко бывает, и вряд ли этот альткоин будет идти против рынка. Но когда начнется всеобщая эйфория, когда начнется общий рост по рынку альткоинов, я ожидаю очень бурного роста по данному токену Ondo. Я его начал накапливать как раз таки вот здесь вот, когда мы пришли к этой нижней границе. Если мы провалимся вот сюда, то есть можно вот этого уровня покупать по 60 центов. Ну сюда мы уже вряд ли провалимся, но это криптовалюта, тут может быть все. Но в целом с текущих набирать это будет не ошибка, причем усредняться, докупаться по 60 центов, возможно еще ниже, там допустим по 40, по 50 центов. Такое можно сделать, поэтому в любом случае мы не котлетим. Цели я выбрал консервативные, реально максимально консервативные по Fibonacci. В этом видео я рассказал, почему этот токен может стоить дорого. Разобрали разные метрики, статистики. Далее решение о покупке принимаете уже вы. Это не финансовые рекомендации, я лишь поделился своим опытом, своими знаниями по данному проекту Ondo Finance. Я держу данный проект и буду продолжать его докупать. Ну что, такое вот полезное видео получилось. Обязательно подписывайтесь, потому что у меня реально много годного контента. Посмотрите, полистайте, есть обзор на LDO, разные другие полезные видосики. Подписывайтесь, тут будет очень много топового контента. Мне будет
очень приятно, если вы напишите комментарий, что вы думаете о Ондо. Держите ли вы в своей сумке Ондо, будет интересно почитать, обязательно пишите комментарий. Опять же, ставьте лайк, подписывайтесь, а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!